Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – числительные в учебнике Сорока. Мы снова начинаем с определения. Имя числительное – это часть речи, которая обозначает число. Это видно прямо из названия, имя числительное. В Сороке числительные у нас появляются в самом начале, прямо в уроке 3, Сороке 1, уже у нас появляются числительные. В этом уроке мы говорим про возраст, мы говорим, сколько кому лет, и вот нам для этого нужно числа. Я напоминаю, что учебник Сорока – это, скорее всего, учебник-разговорник. Мы учим готовые фразы и учимся их применять в речи. Поэтому для тех, кто следует таким классическому порядку предоставления материала в русском как иностранном, для них это может слишком показательно, что ты так рано начинаешь числительные. И объясняю, для того, чтобы мы могли поговорить про возраст, сколько кому лет. Дальше в той же Сороке 1 мы уже изучаем номер телефона, и потом позже мы называем время. Мы говорим про время, поэтому в Сороке 1 у нас числительные от 1 до 12. В Сороке 2 числительные продолжаются до 20. Мы считаем до 20. Здесь мы также изучаем номер телефона, адреса, номер дома. И мы говорим про месяцы, мы говорим про календарь. Поэтому здесь, конечно, нам нужны числительные. Это обязательно. Как вы будете дату называть без числительных. В Сороке 3 у нас числительные продолжаются. Там уже речь идет до 1000. И мы, когда 1000, это очень много, это расстояние, например, от Москвы до Челябинска, и мы говорим там вес слона, у нас такая шутка. Кстати, у нас есть дополнительное видео про вес слона, как раз вот по Сороке 3. На что нужно обратить внимание, когда вы изучаете числительные? Нужно обратить внимание на то, что не надо их изучать вот как стихотворение, потому что они так кирпичом в вашей голове останутся. Нужно, чтобы для каждого числительного образовалась своя маленькая клеточка в вашем мозгу. Поэтому числительные лучше изучать в разброс. Лучше, например, сначала изучить 3, потом 8, потом 1, чтобы они были не по порядку. Если они будут по порядку, что произойдет? Они будут как стихотворение в голове. И ученик, когда ему нужно, например, вспомнить, как говорить 5 по-русски, он будет вам вспоминать 1, 2, 3, 4, 5, да? И 5 это так у него будет вот в ряду стоять. Надо, чтобы это было все отдельно. Это первое. В Сороке для того, чтобы изучить числительные, у нас есть очень хорошая игра «Бинго с числами». И вот она как раз помогает вот эти все числительные отдельно, чтобы у каждого была своя клеточка в прямом и в переносном смысле, потому что если вы посмотрите на фотографии с игры, то вы увидите, что там все по клеточкам. Как и все остальное в языке, числительные нам нужны не сами по себе, они нам нужны для чего-то. Мы должны, вот, как я уже говорила, узнать возраст, узнать номер телефона, узнать адрес, узнать, я не знаю, там, который час. Поэтому числительные у нас идут одновременно с такими словами, как сколько, много, мало, и вместе с родительным падежом в единственном числе и во множественном числе. Но это тут все понятно, потому что тут это как раз существительные с числительными как раз вот в родительном падеже и согласовываются. Мы говорим, сколько яблок, много адресов, нет ручек. Да? И последнее вам для развлечения и для напоминания. Числительные можно записать разными способами. Можно, например, просто словами написать 1868. Вот прям вот словами взяли и записали. Можно записать цифрами. Цифры бывают разные. Есть цифры, которые изобрели в Древнем Риме. Эти цифры так и называются римскими. И вот, например, когда мы запишем число 1968, мы запишем римскими цифрами, это будет выглядеть вот так. Я знаю, что в китайском языке у них есть совершенно собственная запись числительных. И то же самое там, я знаю, что в языке майя, это язык индейцев из Центральной Америки. Есть цифры нам более понятные, которые по традиции называются арабскими цифрами.
Вот 1968 мы записываем цифрами. То есть мы помним, что цифры – это знаки для записи чисел. Ну, если у вас есть вопросы про числительным, то пишите в комментариях. А я вам напоминаю, что на канале уже есть видео для того, чтобы изучать числительные весело. Всего вам хорошего!